Привет! Это Анатолий Якапарцефаль с подкастом «Вокруг Средиземья». Встречайте 20-й выпуск. Мы продолжаем читать «Хоббита». Сегодня у нас 16 глава, которая называется «Вор в ночи». В этом эпизоде мы узнаем, что взломщики тоже бывают честными, будем свидетелями встречи архаического и современного миров и встретим кого-то, про кого уже почти забыли. В начале главы мы видим, что Торин все глубже и глубже погружается в упрямство, которое уже даже воронам кажется немудрым. Если поначалу Роак старается быть беспристрастным наблюдателем, то теперь он уже пытается показать Торину, к чему может привести его решение. К тому, что они не переживут зиму. Торин отвечает в стиле «а людям будет еще хуже», имея в виду, что им будет труднее пережить холода. В своем безумии он даже не помнит свои слова, сказанные давным-давно в гостях у Бильбо. Люди просили гномов взять их детей в обучение и не скупились, поставляя нам взамен съестное. Ведь мы никогда не опускались до земледелия и поисков пропитания. А Роак помнит и понимает это. Где намерен ты брать провизию, не добившись дружбы и понимания с соседями? Мир и процветание всегда зависели от взаимосотрудничества разных народов. Мы все разные, и это дает нам возможность обогащать друг друга тем, чего у другого нет. Когда мы забываем об этом, это может привести к нашей гибели, буквальной или метафорической. Как говорит Ворон, сдается мне, Смаук вас не сумел погубить, а сокровища погубят. Как я говорил в прошлый раз, круг союзников у Торина сужается до минимума, только гномов. Но на этом действие проклятия не останавливается, ведь он теперь начинает подозревать своих верных товарищей и родственников в краже Архенстона и угрожает им. «Будьте уверены, я жестоко расправлюсь с тем, кто найдет его и утаит от меня, кем бы он ни был». Власть сокровища начинает искажать реальность для Торина и взращивать ненависть к самым близким людям, как любая зависимость. Бильбо видит это, и, если раньше он временно удержал драгоценный камень у себя из-за его притягательности, теперь он, хотя и напуган, принимает окончательное решение не отдавать его Торину, потому что видит, какое действие он может на него произвести. И еще по одной причине. У него складывается план возможного решения сложившейся ситуации. И в отличие от остальных сторон, людей и эльфов, которые хотят получить или сохранить что-то для себя, он готов расстаться. И не просто с частью, а со всей своей долей. Плюс к этому он понимает, что этот план грозит опасностью для него, учитывая состояние Торина. Итак, он добирается до лагеря эльфов, где просит отвезти его к владыкам. В прошлый раз я упоминал, что славы он не жаждет. Это, однако, не значит, что он не имеет чувства собственного достоинства. Когда стражи называют его гномьим слугой, он поправляет их. Я компаньон Торина. Смирение вовсе не означает самоуничижение, и Бильбо прекрасно демонстрирует это. Тем временем, в разговоре с Бардом и королем эльфов, мы видим, что драконовское проклятие действует и на них. Когда Хоббит напоминает им, что им придется туго с едой, они демонстрируют то же самое упрямство. А когда рассказывают о подходящем гномьем бойсте, их ответ тоже показывает, что они не видят того варианта, который он им хочет предложить. Бард спрашивает: «Ты что, предаешь своих товарищей или хочешь нас запугать?» Хоббит понимает, насколько этот ответ похож на мышление Торина, и отвечает: «Нельзя же подозревать всех и каждого». И он показывает не на словах, а на деле, что иной способ поведения возможен. Он отдает Архенстон, чтобы тот помог эльфам и людям сторговаться с Торином. Мы не должны думать, что камень для него является безделушкой, с которой ему просто расстаться. Дело не в том, что к хоббитам драконья болезнь не прилипает. Мы видим, что поначалу он взял этот камень с мыслью сохранить его. И даже сейчас, когда он отдает его Барду, делает он это не без дрожи в руках и не без сожаления. У него нет какой-то особой стойкости к искушению камнем, но он делает свой выбор, напоминая нам, что искушение возможно преодолеть, и произносит свою знаменитую фразу: «Как бы то ни было, грабитель я более или менее честный». Исследователь творчества Толкина Том Шиппи отмечает, что в этой сцене
Речи и поведение Бильбо представляют собой заметный анахронизм. Он говорит о письменном договоре, которых в древнем мире не было, проводит четкое различие между выручкой и чистой прибылью, предлагает финансовый компромисс, в отличие от Барта, который пользуется архаической лексикой и стилем. Герой говорит с бизнесменом, что создает яркий комический эффект. В то же время мы видим, что древний мир оказывается способен воспринять мир новый. Эти миры не антагонистичны. Герои с уважением и удивлением внимают персонажу из нового мира, предлагающему свою этику скромности и компромисса. В конце разговора король эльфов делает Бильбо вполне разумное предложение остаться у них, потому что реакция Торина может быть непредсказуемой и даже опасной для жизни. Я думаю, мы бы не могли осудить Бильбо, если бы он принял это решение. Но тогда он сам чувствовал бы себя предателем. Он хочет показать, что он не меняет сторону, что остается верным своим товарищам, как Торину, так и Бомбуру, которого он должен разбудить в конце его стражи. И что иногда верность товарищам означает попытаться показать им, что они сбились с пути, а сделать это можно только будучи рядом с ними. И как подтверждение того, что он сделал правильный выбор, мы слышим слова одного старого знакомого, которого Бильбо никак не ожидал здесь увидеть. «Славный поступок, господин Бэггинс. Ты не перестаешь меня удивлять». Гэндальф, а кто же еще, не обещает ему волшебной защиты и не говорит поверхностные слова ободрения. Он предупреждает Бильбо, что будет трудно, но в то же время напоминает ему о его внутренней силе. И хотя Бильбо почти ничего не понял из его слов, он возвращается в лагерь приободренным и видит сны о яичнице с беконом. Здесь мы снова сделаем небольшой перерыв. С вами на прямой связи из одинокой горы была Андолья Капарцваль. В следующем эпизоде Торин считает, что все сговорились против него. Гэндальф просит не калечить его взломщика. А когда все уже почти пропало, внезапно, мы увидим, что... Свои мысли, пожелания и вопросы вы можете, как обычно, прислать на адрес email info@tolkien.blog, а также в комментариях на YouTube, Spotify и в других социальных сетях. Я буду рад получить их. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это займет всего лишь пару секунд, но будет важно для того, чтобы больше людей узнали об этом подкасте. Ваня Сулея. Попутного ветра.